Привет всем! Вы на канале Берлога Коптильщика, и сегодня сделаем грудинку вареную. Ну, у кого есть коптильня, может сделать копченую. Но почему я решил сделать и снять этот ролик? Потому что многие задаются таким вопросом, что вот, там нужен вакууматор, нужно то, 5, 10 и так далее. В принципе, сделать грудинку вкусной и в домашних условиях вообще проблем не составляет. И сделаем мы ее сегодня в двух вариантах, потому что кто-то говорит, вот нитритная соль, что это, зачем это. Поэтому сделаем два варианта, с нитритной солью и без нитритной соли. По специям все дам под роликом в описании, а сейчас у меня уже подготовлены специи. У меня подготовлена, почищена, обработана грудинка. Сейчас делаем что? Берем и обсыпаем нашу грудинку специями. Так, сначала кусочек, который у нас просто с поваренной солью. Хорошенечко просыпьте грудинку. И будем укладывать в обычный целлофановый пакет. Я взял вот обычный целлофановый пакет, и в него будем укладывать нашу уже просыпанную солью грудинку. Так, оставшуюся соль всю отправляем в пакет. Убираем лишний воздух из пакета. И укладываем в емкость. Также поступаем мы со вторым кусочком нашей грудинки. Все, и отправляем теперь в холодильник на 7 дней на плюс 4 градуса, чтобы у нас наша грудинка промариновалась. Ну что, 7 дней прошло, достаем нашу грудинку из холодильника и сейчас промоем лишнюю, уберем лишнюю соль с наших кусочков. Душевно. Так, это у нас с нитритной солью. Промываем. Итак, лишнюю соль смыл. Берем рукав для запекания. Варить будем в рукаве для запекания. То есть ничего вакуумировать я не буду. Просто-напросто берем, отрезаем небольшой кусочек, 2 кусочка пленки рукава и укладываем нашу грудинку. И концы сейчас обвяжем хлопковой нитью. Лишний воздух я убрал. Вот так у нас
получилась запакованная грудинка. Один кусочек готов, а во второй кусок я вставлю для контроля готовности, вставлю датчик от контроллера. Все, немножко сейчас дадим грудинке полежать, чтобы она прогрелась. И будем варить. Ставим на плиту кастрюлю, в которой будем варить. В нее кладем крышку. И нашу грудинку. И наливаем воды. И устанавливаем груз, чтобы наша грудинка не плавала во время варки. Включаем плиту. Газ выставляем на средний огонь. Ну, я в этот раз буду использовать два контроллера. Один контроллер у меня замеряет температуру внутри грудинки, а второй мы будем придерживаться температуры варки 82 градуса. Если у вас нету контроллера температуры, то можно обойтись просто одним, установив его внутрь грудинки, в сам кусок мяса. И варить будем на медленном огне, на среднем огне. Грудинка у нас сварилась, мы ее достаем. Вынем из рукава. Дадим ей остыть до комнатной температуры и уберем на ночь в холодильник. А через 12 часов будем пробовать. Итак, прошло у нас 12 часов после того, как сварил я нашу грудинку. Значит, вот эта грудинка варено-копченая. Я ее достал, чтобы вы видели внешне, как это все отличается. Что хочу сказать. Где у нас грудинка была с нитритной солью и с солью поваренной, вы, наверное, сразу можете определить, да? Где что. Ну, давайте, чтобы долго не ходить вокруг да около, давайте возьмем и нарежем. Что же у нас получается внутри? Вот она у нас грудинка, которая была мариновалась только поваренной солью. Что хочу сказать. Бледная, но съедобная. То, что съедобная, это 100%, но внешне она выглядит, ну да, просто вареное мясо. Специи чувствуются, по соли норм, но нет нитритной соли, можно сделать дома, но выглядеть будет вот так. Это вариант у нас просто грудинка, которую сварили. Сначала мясо промариновали, а потом сварили. Как факт. Теперь берем то, что у нас грудинка была, мариновалась с нитритной солью. Ну, сами видите, какая разница, да? Цвет, конечно, получше, но не бледная, но уже выглядит получше, преспектабельнее. Вот четко могу сказать, извиняюсь за холодильник,
Вот четко могу сказать, что с нитритной солью вот вкус ветчинности присутствует, и он более яркий. Сразу заметно, что вкуснее. По специям и все остальное, вот, супер. Ну и давайте посмотрим, что у нас копчено-вареное. Вот у нас копчено-вареная грудинка. Вот смотрите. Сразу, чтобы вам было все понятно. Для этого и делал. Так. Вот. Вот с копчением, конечно, получше. Ветчинность чувствуется, если с нитритной солью, но это обычный домашний вариант. Вот все те, кто задают вопросы, можно ли делать, нельзя ли делать, что вот 3 варианта я показал вам, которые можно получить. Вот эти варианты без копчения можно получить дома, но лучше делать с нитритной солью. По-любому будет вкуснее. Но это вариант просто сварили мясо со специями. Сначала промариновалось, чтобы у нас вкус специй вогнать в толщу мяса. Ну, оно, как бы вам сказать, никаковское. То есть вот этого яркого вкуса мяса здесь нет. Вкус специй есть. Ну, мясо оно и мясо. Но вот ветчинности нету. Здесь есть вкус ветчинности, приятный, но с дымком, вот то, что когда делаешь, оно более ароматное и хранится дольше. Поэтому, вот смотрите, все можно делать, все варианты, они, в общем-то, наглядные и все проходные. Но в домашних условиях лучше всего сделать с нитритной солью, даже если у вас нету где прокоптить. Будет намного вкуснее. И наверняка многим больше понравится этот вариант. Поэтому кто бы что бы вам ни говорил, что зачем нитритная соль, а что будет, а можно ли, не может, да все можно. Поваренная, нитритная, нитрит и копчение. Вот 3 варианта, наглядно можете увидеть, что получается. Ну, естественно, если вы делаете с нитритной, это получается намного вкуснее. Если коптите, добавляется еще ароматика. Вот вся разница. Наглядно, которую я вам хотел донести, чтобы кто задает вопросы, а что, а как, вот оно, что получается у нас. Поэтому буду дальше экспериментировать, показывать все свои рецепты. Ну и будем делать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!